клана Айзавы по противостоянию возродившемуся все за одного. Начало третьей операции «Разделяй и властвуй», пробуждение сознания Широкумы и неожиданный поступок Эри. Цель номер 1 — это спасение Изуку Мидори, а значит битва Деку и антагониста все же состоится. Не, ну ребятки, это прям какие-то мстители, так что берите попкорн и погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки, анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 420-я глава манги моей Геройской Академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 420 главы. Как и предполагалось в прошлой главе, 420-я покажет нам что-то касаемо Курогири, начав повествование с небольшого острова, на котором Мик и Айзава пытались получить хоть какую-то реакцию от приближенного Шигараки и ВЗО. Для Ямады все еще было тяжело поверить в то, что с телом его мертвого друга так жестоко надругались, превратив его в ному. От переполняемой злости, проронив слезу, он собирался избить Курогири, дабы тот скорее просыпался. Однако Сатриголова остановил его, поскольку тот плакал. Мик же воспринял это в штыки и выкрикнул, что он мужик и совсем не плакал. Вот только Айзава говорил не о нем, а о Курогири, на котором было видно выступающие слезы. Ямада же не поверил и списал все это на дождь, поскольку у него не было никаких слезных желез. По его мнению, в 31 год им не стоит ожидать чуда с неба. Они больше не студенты Юэй и не могут надеяться на подобную ерунду. Такого случая, как в Тартаре, больше не будет. Все, о чем им сейчас нужно было думать, так это о том, как разбудить этого злодея, чтобы получить шанс выбраться отсюда и вернуться на передовую. Но Айзава возразил, говоря, что Широкума умер будучи студентом. Кроме того, у него была тогда причина спасти их. В тюрьме им удалось зародить в нем белую искру, тем самым навсегда изменив Курогири, упомянув, что эта искра не вернет им полноценного Широкума. Однако теперь этот Ному состоит не только из зла, но и из прошлых воспоминаний их погибшего друга. Говоря, что эта искра никогда не станет на 100% белой, но и на 100% черной она тоже не будет. А так как они были сейчас преподавателями в UA, тогда это их долг направлять студентов до тех пор, пока те не закончат обучение. После чего произошло то, чего большинство вновь ожидали. Сознание Широкума опять пробудилось, и все вокруг заполонилось тьмой. А сам Курогири, хоть и с трудом, но произнес имя Ямады, отчего тот в конечном итоге не смог сдержать слез и заплакал, изменив также и свою позицию, больше теперь не желая, чтобы воспоминания Широкума исчезли. К тому же, хоть и не полностью, но часть тумана Нома посветлела, и нам раскрылся глаз обора Широкума. И знаете, хоть по словам Айзавы их погибшего друга уже не вернуть, но очень трогательно лицезреть, как его сознание понемногу пробуждается. Далее Сатриголова наладил связь с Цукаучи и спросил, может ли Монома в данный момент сражаться. А вот только полицейский сообщил ему, что после предыдущей битвы Монома находится без сознания и пока не очнулся. В таком случае Айзава запросил их координаты и тут же телепортировался в бункер Юэй, чем сильно удивил находящихся там людей. Однако времени у него было в обрез, поскольку было неизвестно, сколько еще Курогири сможет им помогать. А поэтому он запросил помощи. Ему нужны были герои, все, кто мог сражаться. Первым вызвался Дес Армс, а за ним мальчик, не имеющий геройского имени, но уверявший, что он также герой. Кстати, этот персонаж очень похож на Астра из манги Барадж, предыдущего тайтла Хорикоши. Также не хотели оставаться в стороне и гражданские, в особенности тот пацан, который прогонял Деку из Юэй. Они отдавали свои вещи, медикаменты, воду, чтобы хоть чем-то помочь раненым героям. Но помимо основного сражения с антагонистом, было еще одно поле боя в Такоба, на котором все еще идет битва со злодеем. Там как раз таки и сражались Сэра, Сата и Оджера. Однако, воспользовавшись порталом Курогири, туда мигом направились другие герои и закончили эту битву. После чего, разобравшись с этим, Айзава объявил начало третьей фазы операции «Разделяй и властвуй», где, переходя уже на основной фланг битвы с ВЗО, Хори решил сделать аналогию на Мстителей
Мидории, создав огромное число порталов, из которых выходило множество героев, а вместе с ними и еле стоящие на ногах студенты класса А, которые, несмотря на свое истощенное состояние, не могли спокойно смотреть на то, как Мидория отдает всего себя для того, чтобы одолеть сильнейшего противника. Все за одного даже и глазом не повел, увидев эту картину, видимо, не смотрел Мстителей, говоря, что неужели они сами решили прийти, чтобы он забрал их причуды. Тем временем Сотриголова сразу же выдвинулся к раненому Деку, спрашивая, сколько времени прошло с того момента, как он потерял руки. Однако Мидория не знал ответ на этот вопрос, поскольку он потерял его ход, как попал в сознание Шигараки. Главный герой сейчас был мало того, что серьезно ранен, так и еще пострадало его психическое состояние. Ранее столкнувшись с Томорой, Мидория осознал, что Визуа вовсе не подавил Тенка, он все еще был глубоко внутри сознания. Однако, попав в бессознательный мир внука Шимуры и достучавшись к его сердцу, Изуку был уверен, что вместе с Шигараки рассыпется и все за одного. Но из-за его действий все пошло по самому худшему сценарию, и антагонист завладел телом Томуры. Вероятно, понимая, что Деку сейчас был в растерянности, будто больше не слушая его, Айзава приложил к нему некий предмет, вернув главному герою руки. Этот самый предмет был ничем иным, как рогом Эри, которая сама решила отдать часть себя для того, чтобы спасти Мидорию. Сделала она это потому, что понимала, что ее ни в коем случае не возьмут на поле боя, но ей все равно хотелось быть полезной. Такой поступок сначала разозлил Айзаву, ведь она могла навсегда сломать свою причуду. Однако со слезами на глазах Эри утверждает, что ни о чем не сожалеет, ибо она мечтает петь так же, как и Джира, желая, чтобы все повеселились вместе с ней. И поэтому, использовав рог Эри, Айзава смущенно сказал, чтобы Деку не смел умирать, пока не услышит пение этой девчонки. А когда главный герой увидел, что ему на помощь пришли и другие его одногруппники, на глазах у Мидории прям-таки виднелось счастье, что он не один. Возможно, это даже пойдет на пользу его ментальному состоянию. Вот только хоть руки Деку и вернулись, однако их полное восстановление займет еще около 2-3 минут, из-за того, что Эри накопила слишком мало энергии в своем роге. А Айзаве, видимо, поставили протез на ногу, ибо текстура слишком отличается. Так что предвкушаю, что теперь прибывшие герои будут отвлекать ВЗО, пока полностью не восстановится главный герой. Но есть одно большое но. Как и чем будет сражаться Деку, если у него больше нет одного за всех? Скорее всего, об этом еще никто не знает, кроме самого ГГ и ВЗО. Так что ждем, что же за силу получит Мидория, дабы противостоять антагонисту, ибо их противостояние — это канон. И, кстати, на тему причуды Изуку у меня на канале вышел недавно видос, так что обязательно посмотрите его, пока это не показали нам в манге. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my action bar. Take the charge. I'm stepping, motherfucker. Look at my action bar.